Как говорил Лил, я киберспортсмен. Это мой тиммейт. Взрослый мальчик. Отлетали безыдейно. Полный трэш. Богоподобное. Андрюха, ты лучший. Всем привет, друзья! Я знаю, как вы скучали по дота-контенту, и поэтому я здесь, на берегу Волги, в Самаре, для того, чтобы встретиться с человеком, которого нам подарила дота. Его зовут Игорь Лысаковский. Сегодня мы будем ностальгировать по золотым временам нашей любимой игры. С дотой я, в принципе, познакомился, когда мне было лет 13. Играл в компьютерных клубах с друзьями. У нас на то время еще была сеть на несколько домов. И мы сидели постоянно дома, еще бахли в дотку. И так получилось, что первый мой турнир, киберспортивный, так сказать, произошел, когда мне исполнилось 14. И я жил на окраине города, у нас был компьютерный клуб, и у нас тогда было 6 команд. И моя команда победила, и тогда я понял что я киберспортсмен. Ну, команды были такие, не особо сильные. И потом мы решили что мы действительно уже можем показать себя. И увидели новости о лане по доте в городе. Непосредственно мы приехали, и вот здесь находился компьютерный клуб, он назывался Берлога. То есть его там нет уже? Нет, давно уже нет, я думаю. Мы туда приехали, такие важные парни, потому что мы уже выигрывали один лан. Сейчас мы приедем, всех развалим, все будет нормально. Ну и, мы ездили сюда раза 4, наверное. Каждый раз приезжали, отлетали безыдейно и назад домой, соответственно, ехали. Потому что в городе люди-то посерьезней были, играли посильнее в доту. Но, во-первых, главное участие, само собой, бесценный опыт. И знаешь, какой же был кайф, когда ты отлетел на лане, и ты потом на автобусе, на пазике едешь до дома и общаешься, придумываешь какие-то стратегии, что-то новое подчеркнул и думаешь, как вы будете на следующем лане выступать и так далее, как дома потренитесь к этому всему. Это вообще чувство немыслимое, так скажем. Я всегда играл в доту, и я где-то на подсознательном уровне думал или верил, что из этого что-то выйдет в будущем. И поэтому продолжал этим заниматься. Ну и, собственно, у тебя получилось, первые успехи, и тебя заметила команда. Первая твоя серьезная команда, расскажи о ней. The Nation или Moscow 5? Что было раньше? The Nation, да? Не, как сказать серьезно. Если говорить на то время, то мне тогда было лет, наверное, 15. И у нас была первая организация, так сказать, не было ни зарплат, ничего. Мы неплохо выступали, засветились тогда на про-сцене, в онлайне, само собой, на ланы мы тогда еще не ездили, да и 15 лет, куда я, поеду. Ну а такая что именно с зарплатой, это была, да, именно The Nation. И потом случился Moscow 5. Moscow 5 случился, мы тогда перешли из The Nation в эту более крупную, так сказать, организацию. У нас зарплата была уже не какие-то 3000, а целых 5000. Рублей? А чего еще? Ну не гривен же, и не долларов. Понимаешь, я уже избалована нынешними ценниками игроков, и поэтому уже так 5000 рублей, ты думаешь, ага, зарплата 5000 рублей, окей. Ну, 5000 это как-то на то время смотрелось уже солидно. Это был год какой? 2012, по-моему, лето 2012. Расскажи, как вообще собралась эта команда тогда в Moscow 5, вот этот стак ребят, с которыми ты играл? Как собрались? Ну, что мы играли вместе в The Nation, потом один человек ушел в ВП, его позвали, а нас взяли в М5 и заменили, соответственно, этого человека на Дреда, Андрея Голубева. Ну и мы сразу выстрелили, как по мне. Мы играли тогда СЛТВ, всех в онлайне вообще просто сметали под ноль. Были в топе по статистике, вышли на ланы и т.д. и т.п. Ну и, в общем, начало было прям богоподобное. Да нахуй! Хорошо! Ой, как хорошо! Подъехал волшебник! Ты, Дред, Соло, вы такие рофлеры, такие простые пацаны. Вы когда впервые встретились, как происходило ваше общение, знакомство, как вы друг к другу притирались?
Ну, многие нас знают и явно не как задротов, которые Да, сидят да. дома, что-то стесняются и все такое. Мы, когда впервые увиделись в оффлайне, так сказать, спокойное общение строилось так же, как в интернете, никаких заминок, ничего такого не было. Легко общались, нам было хорошо вместе поначалу. Игорь, что так долго-то? Да я что-то начал и увлекся, и, короче, посрать решил, короче. И пока. Какая ты мразь. Сука. Есть же два мнения, что настоящим киберспортсменом может стать тот, кто сидит дома, прям задрачивает, играет, да, там никуда не выходит. Это такой вот прям собранный чувак. При этом очень много случаев, когда действительно парень живет обычной жизнью нормального пацана, но при этом, да, играет доту, у него есть талант, он просто уделяет этому достаточно времени, и все хорошо тоже получается, и карьера строится. Вот объясни, почему второй вариант тоже имеет право на жизнь, и почему это хорошо? В общем, смотри, суть вот в чем. Как говорил Лил, Привет, я. то, что киберспортсменами становятся, рождаются, в этом есть какая-то правда. Потому что если человек абсолютно не расположен к этому, он может сидеть целыми днями и ночами. Вот есть очень много людей, у которых там по 10-20 часов, 1000 часов в доте. Но при этом у них ничего не получается. Они сидят там где-то в паблике на 3К МР своих и все такое. Но помимо таланта все равно надо отдавать очень много времени этому. Надо сидеть за компом, тренироваться, совершенствоваться. Ну и знать, соответственно, как это все делается, а не просто там сидеть играть в доту. Надо смотреть турниры и так далее. Ну вот назови мне, пожалуйста, давай 3 основных качества человека, который потенциально может стать хорошим киберспортсменом. Именно жизненные такие качества. Жизненные. Ну, во-первых, это, само собой, усидчивость. Человек должен быть усидчивым. Человек должен быть, как сказать, адекватным, наверное, не знаю. То, что он должен свои ошибки признавать, он должен нормально общаться с людьми, не должен ставить себя выше других. То есть не быть таким, то, что я всегда прав, все остальные говно, все слушайте меня. Ну а третье даже не знаю, достаточно этих 2 качеств, все. А все остальное это приложится со временем. Угу. Ну вот, собственно, эти самые ребятки, которые обладали этими качествами, ты, Дред, Леха, ты можешь этих ребят сейчас назвать друзьями? Друзьями, ну, вообще, в принципе, не особо общаюсь с киберспортивной этой сферой. С Андрюхой мы иногда общаемся. На то время мы были очень хорошими друзьями, общались постоянно с соло особенно. Сука, такой ты тупой. Так а нахер ты обзываешься просто так вообще без Ты причины? тупой. Так ты тупой. Ну а сейчас как-то наши пути уже немного разошлись. Там Андрюха пошел в стримы, ну я тоже стримы, мы немного как-то наши пути разошлись, мы в разные направления пошли. Леха играет в ВП, у него все отлично, ну и как-то общих точек соприкосновения уже нет у нас, вот и все. Как ты думаешь, почему у него получилось это? Потому что ему по кайфу играть в доту, в команде, киберспорт, вот это все. А я, как по мне, просто отыграл свое. Раньше мне было по кайфу вот это все, турниры, соревнования, но потом, когда я начал стримить, ну, изначально, само собой, это не приносило никакого дохода, это просто удовольствие было. А потом ты понимаешь, что киберспорт — это вещь такая ненадежная. У нас, по сути, есть 2-3 команды, которые регулярно что-то выигрывают, выступают, у них все отлично. А есть люди, которые постоянно ходят из одной команды в другую, перекидываются решафлы туда-сюда. Зарплата есть не всегда, а все-таки возраст уже немного не тот, чтобы сидеть и надеяться на то, что ты там что-то выиграешь, какую-то хорошую команду попадешь и так далее. Лучше сидеть дома, стабильно стримить и все. Ну и времени все-таки больше свободного, у тебя из-за этого получается более свободный график. Ребят, вы наверняка все прекрасно понимаете, что для того, чтобы играть профессионально, нужно постоянно поддерживать себя в форме, практиковаться и всегда находить мотивацию для того, чтобы играть. И вот если как раз-таки у вас уже возникали проблемы с этой самой мотивацией, ну типа зачем тащить каждую катку подряд, зачем прокачивать какой-то микроскилл, то вот именно для этого появилась отличная штука. Это платформа Omen to Play. Сейчас я вам ее покажу. Значит, теперь вы можете прокачивать свои скиллы заодно с крутыми игровыми девайсами от Omen by HP. Все, что здесь нужно делать, это, по сути, катать в дотку и выполнять задания в формате мини-квестов и мини-игр. Ну вот, например, цель – сыграй 3 матча за саппорт. За это вы получаете 500 OLP. Что это такое, сейчас расскажу. OLP – это Omen Loyalty Points. Чем больше, чем круче вы играете, тем больше этих очков вы набираете, тем выше рейтинг и тем больше призов от бренда. Чтобы поучаствовать во всей этой движухе, вам нужно просто зарегистрироваться на сайте omen2play.ru и качать свои скиллы за призы от Omen by HP.
В общем-то, много хорошего можно себе там наиграть. Например, вот такие вот ништяки, как у меня. Да, кстати, на доте все это не ограничивается. Скоро, в августе, там появится раздел CSGO. Да, ваши OLP вы можете потратить не только на девайсы Atom by HP, но и на разборы реплаев ваших игр, на встречи с реальными киберспортсменами, а также на бесплатные билеты в компьютерные клубы, куда вы можете пойти с друзьями. В общем-то, механика вполне простая и понятная. Качайте свои скиллы, копите девайсы. Ссылка также остается в описании. Вспомни какую-нибудь историю, я уверена, у вас их очень много было, ну, такую, знаешь, которую ты до сих пор вспоминаешь, с теплотой, может быть, со смехом, там, со стыдом, не знаю. Ну, не могли вы трое просто тихо, мирно, спокойненько себе играть, и ничего не происходило? Ну, всегда были очень веселые истории, когда мы ездили на ланы в Киев. Я их на то время ненавидел, потому что мы, само собой, всегда отлетали, одни из первых, были не особо опытные на лане. И всегда после этих ланов мы шли, там неподалеку находился бар от киберспорт-арены, «Дно» назывался. Мы шли в этот бар и отдыхали там, а потом возвращались под вечер назад на турнир, и я топил за Нави. Я заводил толпу, я кричал «Нави, Нави», ну это как-то вообще было не так. Куча людей сидят, смотрят, Нави там всех побеждают, убивают, там тимвайп делают. И все сидят, всем плевать на то время, как это возможно. И тут я такой после бара «Дно» стою и начинаю топить за Нави после их определенного тимфайта. И люди, ну, кому-то стало смешно, кто-то забавно. А потом меня постепенно начали поддерживать люди и тоже кричать «Нави, Нави» и все такое. Ну и также однажды у нас была история, я тогда, по-моему, менеджером ездил с ними, команда была Rockskis у них уже. Я с ними ездил за компанию. И мы тусили на хате. Это был полный трэш, тогда нормально так выпили, и там происходило что-то вообще невообразимое. Сначала я помню, что-то Леха там таскал телек туда-сюда зачем-то. Андрюха, я помню, так у меня чисто отрывками воспоминания. Потом мы тусили на кухню, все ели семки почему-то. Андрюха всех угощал, он из кармана доставал семки, всем предлагал семок, все соглашались, брали семки. Потом Андрюха что-то танцевал, он стоял, пританцовывал, крутился по пузу и из чайника лил воду на пол просто. Но такого прям трэш-угара уже, по крайней мере, у меня особо не бывает. Так что более как-то спокойно проходит наш отдых. На связи, кстати, пожилой человек Игорь, вот посмотрите, очень взрослый мальчик. Ну, это просто мне в голову так ударило, и я решил. Я подумал, что я еще могу, еще молод. А знаешь, с чего, в принципе, началась молодость? Я заметил, что я начал покупать более такие какие-то взрослые вещи, более серьезно одеваться. Однажды я из дома, я жил на 4-м этаже, я спускался вниз. Мимо меня пробежал ребенок, я подвинулся, чтобы уступить, он по лестнице пробежал. Я вспомнил, как в детстве я постоянно, когда шел гулять, я по этой лестнице чуть ли не по перилам катился, бежал бегом, прыгал. И я подумал, неужели я настолько старый, что я вот хожу по одной ступеньке, что-то спокойно так вниз. Я понял что, я еще не настолько старый, мне не так много лет. Я могу покупать более какие-то такие молодежные вещи, могу делать какие-то вот такие безбашенные вещи. И так вот и случилось то, что решил покраситься. Ну ты лучше себя стал чувствовать, да, из-за этого? Ну да, как-то так. Я тебя полностью понимаю, потому что я еще старше тебя на 2 года. По тебе не скажешь, кстати. Спасибо. Это все магия розовых волос, понимаешь? Ты понимаешь? Я-то, конечно, понимаю. Гуляя по Старой Набе, мы внезапно дошли до пивзавода, знаменитого самарского, да, Жигулевского пивзавода. И скоро будем дегустировать местный пивас хваленый самарский. Обычно люди, которые приезжают в Самару, ну, которые, конечно, не воздерживаются от алкоголя, обязательно должны заходить на пивзавод и пробовать местное жидкое золото. В общем-то, то самое знаменитое дно самарское, куда люди приходят отведать пивка, отдохнуть. Вот там снизу, как мы видим, порт, туда прибывают корабли, многие, соответственно, берут тут пивко, несколько пятюней, сразу отправляются за Волгу, туда куда-то отдыхать. Слушай, а очередь длиннее бывает? Да, очередь. Сегодня, видимо, какой-то лайтовый день, все отдыхают там по Набе, ходят, смотрят активности. Под вечер, я думаю, будет побольше людей. И обычно очередь вот туда еще вниз длится, тянется чуть не до конца. В очередь мы стоять не стали, сразу пришли в барчик. Здесь немножко дороже, зато атмосферно. И мы уже прямо сейчас будем пробовать местный пивас.
Хорош. Что тут сказать? Жидкое золото, лучшее пиво. Самарское. Прямо сейчас в моей жизни происходит исторический момент, потому что я, все детство проведя на Байкале, никогда в жизни не ела раков. Представляете? А здесь, на Волге, это обычное дело, и мы заказали их, и сейчас... Ну, знаешь, по моему скромному мнению, это какие-то креветки, а не раки. Мое мнение такое скромное, как и это вот. Как этот рак, да. Непонятно, для чего он сюда пришел. Потому что в детстве я жил за городом, и с батей ездили ловить раков. Там доставали сеть, и там раки были, ну, раза два. Больше, чем вот эти, как минимум. Их было очень много. И поэтому я очень удивился, когда Маша сказала, что никогда не ел раков. Я слышал в жизни это пару раз, такое же утверждение, то, что никто никогда не ел раков. Я прям не понимаю этого. То есть я все детство ел раков. Я думал, все люди ели раков в детстве. А оно вот так вот происходит. Смотри, сначала хвост берешь. Да? Давай я на своем примере буду показывать. Давай. Берешь хвост. Мастер-класс. Беру хвост. Вот так вот его отрываешь. Да. Не-не-не, откручиваешь. Колется. Так. Оторвала. Дальше берешь вот так вот. То есть эту надо скорлупу снять. Ты в бока ее. Что, поранилась? Нет еще. Слушай, ну это как креветочка практически. Ну да, вкус похож. Очень вкусно. Блин, я впервые в жизни ем раков. И запиваю свежим пивасом, все это на Волге. Обожаю наш канал. Это мой тиммейт в матчмейкинге. Самый верный, самый надежный. И отводик сделает, и вардик поставит. Лучший. Люблю его. У меня было, как минимум, нормальное детство. Не то, что сейчас у нынешней молодежи, которые сидят и играют в Майнкрафт целыми днями за компом, во что-то там еще, в крейсик, и потом выходят на улицу с пацанами пообщаться, такие, бе-ме, и как-то, если новые какие-то знакомые, они ничего не могут. Мне как-то, не знаю, с детства всегда легко давалось общение с незнакомыми людьми. Легко завязывались какие-то новые знакомства. Поэтому никогда проблем не было в этом плане. Конечно, интернета не было, были гаражи, гудрон, Ну, гудрон, да, это важно. шалаш. И люди, гудрон даже не жевали, и О чем это важный говорить? показатель. Ребята, если вы не жевали гудрон, вы не нюхали жизни просто. Но я не призываю вас это делать, это вредно, это плохо. Это как сейчас, знаешь? Мама там заботится о своих детях, там, далеко не выходи, не гуляй. Раньше такое происходило в детстве, то, что там, угроза жизни была какая-то. У меня, кстати, случай был. Я отдыхал на турбазе с родителями, мне было лет 8, наверное. Это был, наверное, случай самый такой лютый, когда я мог реально кони двинуть. Тогда был тихий час на турбазе, я куда-то забрел, фиг знает куда, все спали, никого не было вообще на улицах. А я любил змей, ящериц и тому подобное, ловил, по кустам лазил и так далее. И я увидел то, что ползет гадюка. Я нашел бутылку, и этой бутылкой пытался как-то поймать ее. То есть тогда, адреналин был лютый, я, конечно, боялся, но сейчас я понимаю, если бы она меня укусила, никого нету поблизости, непонятно вообще, что могло случиться. А сейчас просто все сидят дома, никакого риска, сидят, играют в КС, в дотку. В нашем детстве сутками залипать за любимыми играми было проблематично. Либо сидишь дома за деревянным своим компом, а лично у меня, кстати, он появился только в 7 классе, либо торчишь в темном душном компьютерном клубе и считаешь оплаченные минуты. Шариковые мышки, дубовые мониторы, клавиатуры, которые были готовы разбудить своим стуком весь дом. Ох. Тогда киберспортсменами становились самые находчивые и приспособленные к диким условиям. Но время все круто изменило. Теперь чемпионы тренируются и выигрывают на профессиональном игровом железе, а производители делают все, чтобы они могли играть вообще где угодно. И если ты требовательный геймер, заряженный побеждать, ты должен иметь возможность практиковаться в любых условиях. В отпуске, в дороге, да даже сидя в парке. Для этого отличным выбором будет машина от надежного производителя Omen by HP.
Note с брутальным дизайном и начинкой для true гейминга. Надежно собран, так что можно не бояться брать его везде с собой. Кстати, под него даже есть специальный отдельный рюкзак для полного удобства. Приставка гейминг в том, что я вам сейчас рассказываю, это не только про дизайн, за которым обычно скрываются простые девайсы, которые хотят казаться игровыми. Эти ноутбуки реально тестируются проигроками, которые дают обратную связь производителям о том, что они хотят видеть в настоящем игровом ноутбуке, какую конфигурацию, какие технические решения. Как вы все, наверное, знаете, Omen плотно сотрудничает с Navi и даже представил несколько устройств, которые так и называются Configured by Navi. Болеете вы за Navi или нет? Играете в Dota, в CS, да хоть в LoL, переходите по ссылке и узнавайте подробности. А мы возвращаемся в Самару. Киберспортивная карьера твоя, естественно, подошла к концу в качестве игрока, но она не совсем закончилась, ты продолжаешь комментировать, да, приезжать там на турниры в качестве таланта, в мейнкаст в частности. Не так давно ты комментировал Супермейджор, по-моему, Куала-Лумпур еще, да, был? Был, да. Расскажи об этом опыте, о том, как ты вообще к этому пришел, как тебя позвали, как тебе, в принципе, вот эта деятельность? Ну, все началось с того, что однажды мне написал Вилат. Тогда еще не было мейнкаста, на котором я часто появляюсь сейчас, тогда был еще Рухаб. И мне внезапно написал Вилат. А к Вилату я относился всегда очень хорошо, когда я был еще малой. Первая дота я смотрел... Нет, не смотрел, тогда еще не было стримов вот этих. Тогда по большей части были радио какие-то эфиры от него. Да. Вот, я смотрел, мне всегда нравилось, как он комментировал, как он преподносил это все. То есть, ну, хорошо относился очень к этому человеку. Поэтому я почти незамедлительно ответил, согласился, да, почему бы не съездить, не попробовать себя в этой роли, почему нет. Ну и, по-моему, у меня неплохо получалось, судя по отзывам людей. И мне это было, ну, в принципе, по кайфу. Я в доте тогда разбирался более-менее еще на тот момент. Знал много вещей, и людям было интересно с другой стороны послушать это все. Обычно просто комментаторы, которые, ну, не сильно разбираются в доте, как бы не хочу никого обидеть, они просто говорят, что происходит на карте. Да. Я как-то больше углублялся в аналитику, где-то мог пошутить, потому что все-таки я стримил и умел что-то там рассказать людям. Ну и людям больше нравилось то, что я разбираюсь в ситуацию, что происходит на карте, что команды делают, что могут сделать. И я считаю то, что вот мой первый опыт тогда на Рухабе, какой-то менеджер мы комментили, возможно, бостонский или что-то такое, он удался, это первый опыт. Я вообще заметила такую тенденцию, что большинство интересных историй в киберспорте начинаются со слов «мне позвонил Вилат». Извини, Вилат, если это что-то плохое, что люди не должны знать, но как-то раз мы с ним сидели, комментили, по-моему, то ли Америку, то ли что-то такое. Я сижу, я, как правило, аналитик. И в основном там что-то болтает, рассказывает Вилат, а я так как бы на потанцовках. Я тогда сижу, что-то рассказываю, анализирую, болтаю, и чувствую, что-то я эфир уже лишнего забиваю, надо немного подзамолчать. Подзамолчал, то есть как бы передал слово. И Вилат молчит. Я такой думаю, что происходит? Поворачиваю голову, он сидит, и там, короче, сзади дальше стоит ноутбук, и там какой-то матч в футболе, Вилат сидит такой. Я такой, понятно, ладно, дальше начинаю комментировать, болтать и держать эфир на себе. Вот как-то так. Ну, Вилат очень большой любитель спорта, и я его понимаю. Я же уже выпила пиво и съела раков, я не могу туда идти. Выпил один стаканчик. У меня сил нет. Ну вот, собственно, Игорь очень хотел нас привести к лицу Самары, к ладье, и наш трекер насчитал, что мы уже 700 калорий сожгли. А это, я вам скажу, немало. Мы еще столько не съели даже. Вы молодцы, тренировка выполнена. Физкультурой надо заниматься, гулять по набережной, а не вот это вот в вашей Москве. Только на такси от одного места до другого. В Самаре пришел на набережную, прогулялся по всей Набе, прям отдохнул. Работа вот такая на проектах, на каких-то вот ланах, да, там на турнирах, в студии аналитики, она в день приносит больше денег, чем стримерство? Ну, когда как. Бывают разные дни в стримерстве, бывают разные месяцы. Но если вот так вот, как я, выезжать на какие-то ивенты, то да, это приносит больше денег. А если работать именно на постоянке, мне предлагали контракты. По контрактам нет, я бы не хотел этим заниматься. Почему? Ну и тем более, ну, по заработку, по-моему, это будет поменьше, чем обычные стримы. А во-вторых, я опять-таки пошел стримить ради более свободного графика. А когда ты занимаешься официальным комментаторством на контракте, ты должен каждый вечер что-то там сидеть, комментить, уделять этому больше времени. Ну и я не особо прям люблю этим заниматься. Я опять-таки говорю, пару раз в год куда-то выехать,
немного там поднапрячься, покомментить что-то, это в кайф, да. А на постоянке нет, это, наверное, все-таки не мое. Вы встретили человека, который учится на журналистике и написал работу про Марвел. Можешь с вами двумя Nexus, я тоже знаю. Давай. Значит, внимание, вы все знаете, что фирменное блюдо повара Игоря — это дошик с сосисочкой. И мы сейчас, как бы, что мы видим, друзья? Пам-пам-пам-пам! Что мы видим? Что мы видим? Игорь, твой стартап купили. Понятно. Ты опоздал. Посмотрели, видимо, стримхату, да? Что тебе нравится в этом городе? Почему ты до сих пор к 26 годам не переехал в тот же Питер или Москву на ПМЖ? Ну, мне кажется, это же удобнее было бы в работе и во многих моментах. Ну, как минимум, у меня тут много знакомых, родственники у меня тут. Мне нравится тут воздух какой свежий, в отличие от той же Москвы. В Москве вообще я бы ни за что в жизни не стал жить. Туда можно приезжать как-то по работе, что-то делать, но жить нет, никогда. В Питере было неплохо, я там пожил 3 месяца, но все равно климат какой-то немного не мой. Больно сыро, дожди там такие. А Самара это идеально. Просто приходишь вот на набережную, можно в Волге искупаться, можно просто погулять, подышать свежим воздухом. Все места уже какие-то такие родные, где можно покушать, посидеть, отдохнуть и так далее. Поэтому я решил, что лучше буду жить в Самаре, но куда-нибудь ездить, отдыхать на недельку-другую, на месяцок в Питер вполне можно. Но жить точно в Самаре. Есть охрененная история со школьных времен. Я вот учился, как я говорил, в универе-школе. Это находилось в центре города. А я жил тогда на окраине. И, соответственно, я ездил там на автобусе с присадкой и все такое. Я доехал до пересадочного пункта. Пункт назывался Площадь Революции. И там частенько тусуется какое-то быдло, алкаши и так далее. Вот, и я стою, там стоянка автобусов, соответственно. Я когда подъехал, да, смотрю, автобус один забитый. Я думаю, не, нафиг, не поеду, подожду следующего. Тут надо мной как бы сгущается такая тень. Я думаю, что за хрень? Я учился тогда в классе 8, по-моему, что-то такое. Я поворачиваюсь. Стоят 2 гопника такие, высокие. Ну, я телефон в руках держу. Видимо, они заинтересовались моим телефоном. Один другому говорит так при мне прям: пизда не его. Я стою в полном ахуе, типа, что вообще происходит? И тут я понял, что лучше я поеду на забитом автобусе, чем подожду следующий. Сразу, соответственно, ныряю и уезжаю. Это Самара. Ты уже успел пустить корни в Самаре, у тебя здесь не только друзья и родственники, у тебя здесь уже и ребенок есть, и жена, и расскажи о своей дочери. Да, дочке будет 3 года, 1 июля. Планирую, чтобы она училась тоже тут, в Самаре, по крайней мере, в школе, в той же, в идеале, в которой я учился. Это был университет на Яновой. Там мне очень понравилось, там это не то, что какая-то окрайняя быдлая школа с современными вот этими вот грубыми, быдловатыми детьми. А более такое, хочу, чтобы она получила элитное образование, хотя бы школьное, и потом уже как сама решит, куда пойдет учиться. Я просто, общаясь с тобой, долго не знала, что вообще у тебя есть ребенок, у тебя есть семья. Ну, то есть ты так это очень аккуратно так. Чего ждать от человека с фиолетовыми волосами? Ну да, то есть, в принципе, я не знала, да, что у тебя уже вот семья уже есть. А твои зрители, они вообще насколько интересуются твоей семейной жизнью? Кому-то интересно, кому-то без разницы, кто-то просто смотрит стримера. Ну, то есть, чтобы ты понимал, есть люди, которые, до сих пор есть такие люди, которые смотрят меня довольно-таки давно, много лет, заходят на стрим такие: а что, у него есть семья, у него жена есть, да ладно. То есть, жена для них шок, когда они узнают про ребенка, такие: что, да ладно, вы меня разыгрываете. Бывают такие люди, ну, когда я был анонс этого всего, то, что родился у меня ребенок, большая часть, я думаю, узнали об этом именно тогда. Ты отец, ты муж, каково это совмещать? И нет ли предрассудков со стороны окружающих, что, ну, камон, у тебя уже семья, а ты занимаешься вот этим вот всем вот, развлекаешься в интернете? Да нет, ну, каких окружающих? Друзья про меня все знают, чем я занимаюсь, уважают это и так далее. А на мнение каких-то окружающих, которые
как кто знает о том, чем я занимаюсь, и будут осуждать, мне абсолютно плевать, откровенно говоря. Но сижу дома, я особо... Ну, по большей части у меня жена занимается ребенком, все нормально. Часто, конечно, можно услышать на стримах то, что ребенок там где-то бегает, врывается ко мне в комнату, орет и все такое. Забавно. Ну, иногда, конечно, отвлекает, но а что поделать, семья. А дочка любит смотреть, как ты играешь? Она не особо понимает, что происходит, но иногда бывает то, что она врывается, стоит и смотрит, чем это я там занимаюсь. Ну, как правило, она думает то, что я смотрю мультики какие-то. Бывает то, что она врывается, стоит, смотрит на экран и потом выдает что-нибудь типа Микки или что-нибудь там еще, вот это то, что она увидела в своих мультфильмах. А представь себе ситуацию, что дочь твоя подросла, сказала: пап, слушай, ну я, в общем, хочу стримить, вот, мне очень нравятся игры, в общем, хочу на Twitch. Вот как ты отреагируешь, что ты ей скажешь, что ты об этом вообще думаешь? Ну, пока она выучится в школе, это пройдет уже много лет, непонятно, что будет со стримами, непонятно, что будет с Твичом. Ну, я не такой человек, который, как знаешь, суровые какие-то родители своих взглядов, то, что нет, вот ты вырастешь, ты будешь там танцевать, петь, что-то там математикой заниматься, бла-бла-бла. Она сама вправе решать, чем будет заниматься. Что ей захочется, я ее в любом случае... Ну, ладно, не в любом, но в большинстве случаев я его поддержу, если будет что-то интересное, и стримы в том числе. А тебя родители поддерживали, когда ты вот понял, чем ты будешь заниматься, когда ты им сказал, что, ребят, ну вот так вот я буду... Ну, я тогда учился еще в универе, я, кстати, не доучился, я забросил на 3-м курсе. И, ну, конечно, маме это не особо нравилось, то, что я бросаю универ, занимаюсь непонятно чем, какие-то игрушки играю, но со временем она поняла то, что, в принципе, эта сфера развивается, я могу себя обеспечить, могу обеспечить семью, и какие тут, соответственно, проблемы. Просто иногда сидит и следит за тем, чем я занимаюсь. Это то место, где проходил мой выпускной после школы. Соответственно, тут рестик находился под названием Марракеш. Мы тут отдыхали, получали дипломы. О школе самые такие светлые воспоминания. Знаешь, я считаю, то, что когда я учился в школе, я жил, а после нее я существую. Уже не так весело. Все стало в черно-белом цвете. Нету тех людей, с которыми я проводил лучшие годы свои. Вот. И знаешь, вот если бы меня спросили, чего ты хочешь больше всего, я бы хотел вернуть то время, когда учился в школе. Как ты вообще справляешься с функцией отца? С функцией отца? Ну, знаешь, у дочки почти 3 года, а я еще прям не наступил у меня такой момент, когда я понял, так, я отец, все, я еще пока не дошел до этого. Ну, просто иногда там куда-то ходим гулять, на какие-нибудь, либо в парк, либо там, торговый центр, вот эти модные нынешние детские площадки, там можем провести время. Ну и, собственно, в основном все. Ну, То, что я, как правило, стримлю целыми днями, часов по 10, бывает по 12 даже, и не всегда бывает время уделить ребенку. Ну а что самое, не знаю, сложное, непонятное для себя было, вот когда ты уже понял, что да, я папа, у меня есть ребенок, что было, вот, не знаю, сложнее всего? Да ничего сложного там нет на самом деле. Самое проблемное, это когда ребенок маленький, то, что просыпается по ночам, постоянно будет тебя, соответственно, ты не высыпаешься. Ну, главное пережить просто этот период и все. Ну и само собой, должны быть какие-то средства на существование, чтобы этого ребенка содержать, чтобы все было нормально. А как ты познакомился с женой своей? Я знаю, что ты очень давно женат, ну, прям с юных-юных лет, с 18, да? Да, я женат 8 лет, познакомились мы там же, где учились. Я тогда, ну вот то место, где я учился, это место включает в себя школу на 1-м этаже и на 2-м этаже университет. Вот, и так получилось то, что я заканчивал тогда школу, а она заканчивала университет. И вот забавно то, что мы учились 3 года в этом заведении и ни разу до этого не встречались. А вот именно в конце, когда я уже почти сдавал ЕГЭ, она закрывала там диплом и все такое. И тогда мы встретились чисто случайно и так познакомились. Вот. Ну, получается, жена, соответственно, старше меня на 3 года. Ты сразу, получается, жениться захотел? Не, ну, женились мы спустя год, как познакомились. Вот так вот. Ну, просто я бы, конечно, не спешил с этим всем, но у нее родители такие более строгие, и они не считали неприемлемым то, что мы жили бы вместе, не будучи женатыми. Вот.
Слушай, ну ты в 18 лет женился. Это никак не ограничивало тебя там в твоем развитии, в твоей карьере? Ну, знаешь, многие парни боятся в 18 лет жениться, они думают, что ну а как, типа, у меня впереди вот столько всего, и я сейчас женюсь, у меня сразу будет семья, как так, как развиваться? Ну вот развей или подтверди эти мифы. Ну, знаешь, во-первых, для себя я никогда ни о чем не жалею, что происходит. Если даже произошло что-то плохое, я думаю, то, что... Нет, это не к этому относится само собой. Даже если произошло что-то плохое, это значит, так должно было быть, это так нужно. А это, женитьба, то, что я съехал от родителей так рано, мне кажется, наоборот, больше помогло мне. Потому что я сидел, прогуливал универ, играл просто в доту и продвинулся в этой сфере очень плотно за эти годы, то, что вот именно когда поженился. Мужчина, когда живет один, он там в чем-то может преуспеть и все такое, а когда он живет с женщиной, с женой в частности, она его в чем-то постоянно подталкивает, подначивает, заставляет двигаться вперед. Вот. Ну и на меня тоже это оказало какое-то влияние, там, какую-то мотивацию придало, то, что нужно что-то делать, как-то двигаться, а не просто сидеть и играть в доту. Как ты думаешь, почему тебя смотрят? Скорее всего, люди просто привыкли. Я начал стримить очень давно, году в 2000. Ну, канал был создан в 2012 летом, но более плотно стримить я начал году в 13-14, около того. Кстати, у меня был перерыв, между прочим. То есть я начинал стримить, но тогда было так, ну, вяло, скажем. И я решил взять паузу и пойти работать. Я работал в магазине цифровой техники. Я продавал фотоаппараты, телефоны, что-то там еще, какие-то ноутбуки. Знаешь, это был кайф. Да? Это реально был кайф, да. Мне всегда нравилось общаться с людьми, чем-то им там помогать, то, что они выбирают какую-то технику. И вот знаешь, если бы мне тогда платили не 15 тысяч в месяц, то я бы с кайфом оставался там. Но в итоге я там поработал где-то месяца 3 и пошел назад играть в доту. Так сложилось. Ну а какие издержки, например, в твоей работе стримера, это тоже можно назвать работой, в работе стримером, в чем это проигрывает продавцу? Как минимум, ну, многие люди думают, что это полная хрень, то, что это супер легко сидеть за компом, Да, ничего не делать, это мечта. не в шахте работать и все такое, но все равно это как минимум отражается очень плотно на здоровье, то, что ты целыми днями сидишь за компом. Во-вторых, тяжело себя как-то контролировать, то есть ты можешь, у тебя постоянно меняется график, ты сидишь по ночам, ты как-то хреново питаешься, потому что ты стримишь, и во время стрима паузы делать не камильфо с этим всем. И это самые главные такие минусы. Как думаешь, сколько еще Твичу отведено жить? Ну, на твой взгляд. Но пока я не вижу каких-либо проблем у них, чтобы они как-то закрывались и все. Если были какие-то другие аналоги, ну вот что-то YouTube пытается, но их попытки пока так себе. Так себе выглядят, да. Пока живет киберспорт, пока люди смотрят. Ну смотри, во-первых, вот старшее поколение, они смотрели телевизоры, там какие-то передачи, сериалы, кино, бла-бла-бла. А вот наше поколение, более такое молодое, они выросли на играх. Многие ходили в компьютерные клубы. И, соответственно, им интересно сидеть на Твиче и смотреть, как люди играют, как общаются. Многие люди, вот, опять-таки, тоже из нашего поколения, выросли такими немного зажатыми, то, что могут сидеть в комнате сами собой, сидеть в компьютерные игры играть и так далее. А это у них появляются какие-то люди, с которыми они могут пообщаться. Они заходят на стримы, то есть их никто не знает. Они общаются в чатике, общаются со стримером. Там, ой, стример меня заметил, круто. Это для них тоже какой-то бонус. Людям по кайфу, и Twitch будет существовать, пока будут такие люди. А люди такие будут, я думаю. А раньше ты стримил с вебкой, почему сейчас перестал? Ну, с вебкой я не то чтобы стримил, просто были иногда дни такие праздничные, когда я готов включить вебку. Ну, знаешь, изначально на Твиче, в принципе, многие стримили, была такая мода, no voice стримы. То есть ты стримишь без голоса, просто как играешь в доту. Потом людей это не особо стало устраивать, ну, точнее, людям стало интереснее, когда ты общаешься с чатом, рассказываешь, что ты делаешь и так далее. И вот смотри, такая вот вещь, то есть no voice ты мог просидеть часов 12 спокойно, и все, и легко. Когда ты сидишь, общаешься, ты уже не просидишь 12 часов, это тяжело. Ты там часиков 8 можешь просидеть. А когда ты сидишь, и на тебя еще люди смотрят на камеру, ты должен следить за собой. Не то, что там не это, ой, я что-то не туда куда-то полез, что-то не то там занюхал, бла-бла-бла. Это напрягает, это сужает, уменьшает количество стрима твоего. Лучше, ну и как показала практика, не особо сильно это бусит как-то зрителей. Так не получится. Только такой сегодня голос. Но спасибо большое за донейшн.
Сильно бустило количество зрителей, когда вы играли с Солочем и с Дредом, и до сих пор на YouTube есть видео, которые собирают просмотров достаточно много. Ты не скучаешь по тем временам, когда вот вы так вот могли собраться и посидеть, порофлить? Я думаю, любой человек, который помнит эти стримы, и, скорее всего, любой, который участвовал в этих стримах, скучает по этим временам. Это были светлые времена, это был рассвет такой стриминга, когда всем было весело. Никто не думал там о каких-то деньгах, о заработке. Люди просто отдыхали, вот на стримах наша компания, просто отдыхали, играли в доту, получали удовольствие, тем более тогда мы играли еще хорошо. Мы могли там что-то фаниться, как-то разваливать спокойно в играх и делать при этом полную ерунду. Всем было весело, это были светлые времена, но, знаешь, есть такая вещь, по моему мнению. Вот ты вспоминаешь из детства какие-то вещи и думаешь, вот тогда было круто, вернуть бы это. А потом ты пытаешься это как-то вернуть, а оно уже не так, не те эмоции ты испытываешь. И поэтому я считаю, что это время прошло. Было хорошо, да, было круто, но этого уже не вернуть. Ни при каких вообще условиях. Больше костяк твоей аудитории — это все-таки те люди, как раз, которые вот ностальгируют по тем временам, которые тогда появились у тебя? Это я уже точно не могу сказать. Я помню очень много людей по никам именно в чате, кто общался в те времена. Из тех людей остались, наверное, единицы, ну или, может, конечно, сотни, но они в чате просто не общаются. Ну, возможно, какие-то новые люди приходят. Но сейчас, откровенно говоря, в доту я играю хреново в последнее время. Контент такой себе, и новые люди вряд ли есть какой-то большой прилив новых людей. Вот. Так что я думаю, большинство все-таки остались именно с тех времен, с тех бородатых лет. Вот, кстати, про доту. Я замечаю, что не все время ты играешь в доту, ты играешь и в другие игры. Почему дота, на твой взгляд, уже не является той игрой, в которую ты бы 24 часа играл бы? Во-первых, в доту я начинал играть, поэтому, соответственно, комьюнити у меня дотерское. Большинство дотеров, люди хотят, люди любят доту. Раньше мы играли много, дота была хорошая, веселая, можно было играть в пати. Сейчас в пати ты в доту не поиграешь, потому что там все много поменялось, и ты можешь играть только соло-матчмейкинг в основном. Поэтому уже не так весело сидеть одному, играть с какими-то людьми. Во-вторых, люди поменялись, которые играли в доту. Раньше с первой доты пришли, большая часть людей были на самом деле адекватные. А сейчас люди вот выросли на многих токсичных стримах, они как бы думают, вот он так сильно играет, он вот так вот ругается, значит, я тоже должен так вот давить на свою команду, что-то там рассказывать. И люди стали очень токсичными в доте, поэтому в доту не так просто играть стримером. А по поводу объяснить людям то, что свет клином на доте не сошелся, в этом смысла нет абсолютно. Люди хотят доту, люди любят доту, я их понимаю. По факту, когда ты запускаешь что-то новое, что-то интересное, по твоему мнению, что было бы даже интересно людям, это действительно неплохой контент. Людям пофигу. Да. Тебя смотрит намного меньше людей. Люди так заходят, так, что это за херня, не дота. Это не дота. Это не дота, все, до свидания, там, пойду посмотрю какой-нибудь другой стрим. Люди, большинство людей все-таки смотрят именно доту, нежели стримеров. Даже я бы сказал, большинство не именно доту, а большинство людей смотрят игру, которую они хотят смотреть, а не человека, которого они любят смотреть. Вот так вот. Вот как раз у меня к вопросу о зрителях. Наш постоянный зритель из Москвы, его зовут Андрей, он очень просил передать себе один вопрос от него. Мы так никогда не делали, но для него решили сделать исключение. Сейчас тебе включу этот вопрос. Здравствуйте, меня зовут Андрей из Москвы. Вопрос Игорю. Игорь, скажи, а если, вот представь ситуацию, ты в лесу, на тебя нападает медведь, и ты видишь, что он хочет тебя выебать. При этом, если ты будешь сопротивляться, он тебя убьет. Твои действия. Спасибо. Вообще ответ супер простой. Я как минимум попытаюсь от него убежать. И залезть куда-нибудь на дерево, хрен его знает. Если как бы кара неизбежна, то надо просто смириться с этим и пытаться получать удовольствие. Вы можете что-то передать, какой-то привет нашему постоянному зрителю и вообще всем людям, которые посмотрят этот выпуск. Рад всегда Андрею, люблю его вопросы, люблю поиграть с ним в доту. Очень хороший, позитивный человек, очень хорошо играет в доту. Андрюха, ты лучший. Нет, на самом деле. Зрителям могу передать спасибо, что смотрите мои стримы, поддерживаете меня. Благодаря вам, собственно, я живу, существую, пытаюсь как-то разнообразить свой контент, как-то куда-то ездить, комментировать, благодаря вашим отзывам. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы старались сделать его максимально ламповым и пропитанным любовью к Самаре. Я думаю, вам понравился шум волн на берегу Волги. В общем, ставьте лайки, оставайтесь с нами. До встречи. Пока.